История Пенаконии оставила немало вопросов, и пришло время получить на них ответы. Какова истинная природа стелларонов? Кто на самом деле терминус, эон завершенности? Чего добивался повелитель грез, дергающий за ниточки из тени? Что действительно произошло в битве с Воскресением? И, наконец, самая главная тайна. Как именно сбылись 3 смерти Светлячка? Это истинный финал Пенаконии. Все начинается на Звездном экспрессе. Привычная атмосфера нарушена странной аномалией. Среди экипажа находится девушка по имени Георгина. Март, Даньхэн и Вельт ведут себя так, словно они всегда были частью команды. Они вспоминают общие приключения и битвы, которых на самом деле не было. Реальность словно переписана. Только первопроходец чувствует неладное. Вспышка памяти, эхо слов Кафки о сути путешествия помогает разрушить наваждение. Георгина раскрывает истинную личность. Это Констанция, дочь герцога Инфернального огня из банды уничтожения. Но сейчас она не враг. Она следует пути памяти и является крематором, сущностью, способной красть и сжигать воспоминания. Пытаясь проникнуть в разум первопроходца, Констанция натыкается на мощный блок. Она с удивлением отмечает, что с этими воспоминаниями слишком много мороки, словно что-то защищает их извне. Чтобы обойти эту защиту, Георгина впускает героя в собственную душу, создавая ментальный коридор. Чтобы завоевать доверие, Георгина шокирует героя видением. Она заставляет первопроходца обернуться и увидеть собственный труп. Это не угроза, а демонстрация альтернативного финала на Пенаконии. Дня, который никогда не наступит, так как он уже был предотвращен охотниками за стелларонами. Георгина заявляет, память о Пенаконии не полна. Важнейшие фрагменты истории были утеряны или скрыты, и без них невозможно увидеть полную картину. Чтобы восстановить истину, она предлагает заглянуть в закулисье. Первопроходцу предстоит вернуться к началу и узнать, что на самом деле происходило в тени ярких огней мира грез. Здесь важно сделать оговорку. Большая часть этого дополнения построена на событиях глазами других персонажей. Это сцены, происходившие параллельно с путешествием первопроходца, но оставшиеся за кадром. Мы не будем вспоминать весь сюжет Пенаконии с нуля, это заняло бы вечность, поэтому сосредоточимся на новых открытиях и ответах на вопросы, давая ровно столько контекста истории, сколько нужно. А если хотите полный разбор всего сюжета «Планеты грез» от начала до конца, обязательно напишите об этом в комментариях. Георгина обращает внимание на скрытый смысл встречи между Светлячком и первопроходцем. Для первопроходца она была первой, но для самой девушки это стало долгожданным воссоединением. Зная, что герой потерял память, она дала себе обещание притвориться, что они никогда не встречались, чтобы все началось заново. Она пришла в этот опасный сон не только ради миссии, но и чтобы исполнить задуманное. Подарить им обоим шанс на новую встречу, даже зная, что их финал предрешен. Начнем с первого вопроса. Как Светлячок вообще оказалась в грезах? Из-за синдрома потери энтропии она физически не способна видеть сны. Ответ кроется в действиях Серебряного Волка. Хакер нашла черный ход, переоборудовав списанную чашу сновидений в капсулу для принудительного погружения. Это позволило насильственно загрузить сознание Светлячка в систему, минуя протоколы семьи. Но этот путь вел не в роскошный отель, а в буферную зону, мрачное пространство первозданной мемории. В этой серой зоне Светлячок сталкивается с пугающим открытием – полчища жуков Роя. Серебряный Волк уверяет, что это иллюзии, эхо древнего нашествия, запечатленное в памяти планеты. Но среди миражей Светлячок видит нечто пугающе знакомое – образ другой железной кавалеристки Глатиромера с позывным AR-214. Это ее боевая сестра. Она была здесь, на Пенаконии. Кавалеристка пыталась дезертировать, сбежать от бесконечной войны. Так сюжет дает понять, Светлячок не случайная гостья. Ее связь с Пенаконией куда глубже, а тайна сестры станет ключом к пониманию истинной угрозы, нависшей над миром грез. А что происходило с Зарянкой? Многие считали ее жертвой обстоятельств, но истина куда интереснее. Зарянка вела собственное расследование. Еще до начала фестиваля она потеряла голос, но это был лишь симптом. Настоящая проблема крылась в диссонансе, пугающей какофонии в музыке гармонии, указывающей на предательство внутри семьи. Ситуацию усугубляло то, что истинный правитель, повелитель грез Гофер Древ, внезапно устранился от дел. Официально было объявлено, что он захворал после несчастного случая и исчез, а в воскресенье взял все заботы на себя. Это исчезновение обеспечило Гоферу идеальное алиби, позволив дергать за ниточки из глубокой тени.
Пытаясь найти источник помех, Зарянка выходит на след Светлячка. Она понимает, что девушку преследует клан гончих как нелегалку, и, подозревая связь с аномалией, решает тайно проследить за ней вплоть до границы грез. На границе грез Зарянка встречает брата. Но что-то не так. Воскресенье, всегда одержимый порядком, вдруг начинает шутить и вести себя несвойственно. Зарянка быстро понимает, перед ней самозванец. Маски сброшены. Это Искорка. Недотепа раскрывает карты. Она действует не просто ради веселья, а сотрудничает с охотниками за стелларонами. Искорка устраняет Зарянку, отправляя ее в риф потока сновидений, на настоящую, скрытую от глаз пенаконию. Но у этой сцены был и третий, незримый участник. Георгина признается, что тайно вмешалась в противостояние, подавив силу Зарянки и позволив Искорке нанести удар. В качестве платы за помощь она убедила недотепу отдать часть сценария, чтобы ввести свою собственную игру. Дабы понять, что произошло дальше, нужно вернуться к моменту, когда Искорка под маской Сампо отправила первопроходца и Светлячка в глубины мира грез. Там герои впервые столкнулись с мемом «Смерть». В хаосе битвы и вмешательства Черного Лебедя они разделились. На самом деле в этот момент для Светлячка началась своя, скрытая от глаз история. Оставшись одна в опасной зоне, Светлячок встречает Георгину. Вместе они углубляются в меморию и натыкаются на пугающую находку – множество мертвых ночных дроздов. Это не просто птицы, а аватары самого повелителя грез – Гофера Древа. Георгина делает смелый вывод – всемогущий кукловод слаб. Он захворал, и причина недуга кроется не в старости, а в цене, которую он заплатил, чтобы скрыть свое самое темное злодеяние. Георгина убеждает Светлячка, если найти это скрытое преступление, у них появится оружие против семьи. Так начинается совместное расследование. Героини открывают охоту за прошлым Гофера, чтобы найти то, что создатель грез похоронил в самом их фундаменте. Расследование в закрытой зоне памяти приводит к шокирующей находке. Светлячок и Георгина обнаруживают тело железной кавалеристки AR-214. Осмотр останков раскрывает страшную правду. Она погибла не от энтропии и не в бою с жуками. Ее убил повелитель грез. Изучая тело, Светлячок подтверждает факт, который Гофер Древ пытался использовать. Сила железной кавалерии исходит от пути распространения. Бойцы генетически связаны с императрицей-маткой, и их присутствие работает как маяк, невольно притягивая и усиливая рой. Трагедия AR-214 заключалась в том, что она искренне пыталась защитить Пенаконию от роя, но сама того не желая, стала катализатором еще большего нашествия. Гофер Древ убил ее, чтобы остановить атаку роя, но одновременно, чтобы завладеть этим секретом и использовать силу распространения для создания рая, согласно своему плану. Здесь же раскрывается истинная природа болезни Светлячка. Синдром потери энтропии – это цена за силу. Кавалеристы были созданы генетически нестабильными. Вне своей брони или медицинской капсулы их тела начинают отмирать. Когда империя Глатиромир пала и ограничения исчезли, Светлячок впервые использовала свое фирменное зеленое пламя. В этот момент она поняла, что эта разрушительная мощь – настоящая сила распространения. Сила, которая дает ей побеждать, одновременно сжигает ее собственную жизнь. Это и есть смерть, которую называют жизнью. Позже ее и нашли Кафка с первопроходцем, приняв в ряды охотников за стелларонами. Детективная миссия прерывается. Георгина замечает приближение группы первопроходца и сообщает Светлячку критически важную деталь – Ахерон – эманатор небытия. Это активирует миссию нулевой точки, порученную Элио. Главная задача Светлячка – любой ценой не допустить, чтобы первопроходец попал под влияние силы небытия. Если Ахерон обнажит клинок, последствия могут быть необратимыми, а столкновение с мемом «Смерть» уже неизбежно. Светлячок принимает мгновенное решение. Зная о пророчестве 3 смертей, она использует первую из них как щит. У этого поступка две цели. Во-первых, принять удар на себя, чтобы Ахерон не пришлось использовать свою силу. Во-вторых, своей гибелью Светлячок надеется раскрыть первопроходцу глаза на истинную природу безопасных грез.
Жертва срабатывает, но лишь отчасти. Удар мема отправляет Светлячка в риф потока сновидений, но она не остается там. С помощью Георгины девушка возвращается в холл отеля уже в броне Сэма. Увидев, что первопроходец все еще находится в компании Эманатора Небытия и Черного Лебедя, она видит в этом угрозу. Сэм атакует, чтобы силой вырвать друга из окружения, увести в безопасное место и рассказать правду без свидетелей. Вскоре Черный Лебедь, выполняя тайную сделку с авантюрином, телепортирует первопроходца прочь, а Сэм остается один на один с Ахерон. Как мы видим далее по сюжету, первопроходцу предстоит встреча с авантюрином, который покажет тело мертвой Зарянки, инсценировку Искорки, пока настоящая певица уже находится в рифе. Но в холле отеля разворачивается совсем другая сцена. Эпической дуэли не происходит, Ахерон отказывается обнажать клинок. Она видит сквозь броню и понимает, внутри не безжалостная убийца, а девушка, которая пыталась защитить друга. В их диалоге раскрывается важная деталь. Ахерон знает об Элио и его сценариях, но ее прощальные слова шокируют даже Светлячка. Ахерон говорит, что в конце концов всех ждет смерть, небытие, и что они встретятся в последний раз, когда Терминус снова станет божеством. Светлячок поражена. Это знание о Терминусе должно быть недоступно посторонним. Смысл этого диалога и скрытые в нем намеки разберем немного позже, когда сюжет раскроет больше деталей о природе Эона Завершенности. Так закрывается одна из главных загадок начала. Атака Сэма, первая гибель Светлячка и внезапный телепорт. Все это было частью сложной партии, где каждый ход был продиктован желанием спасти первопроходца от худшей участи. Вскоре Черный Лебедь проводит собственное расследование в номере Ахерон. Она находит музыкальную шкатулку, приглашение банды уничтожения. Хранительница памяти пытается считать скрытые в ней воспоминания, чтобы узнать судьбу герцога и его детей. Сначала слышны голосы Ифрита и его свиты, но затем запись обрывается. Вместо воспоминаний звучит живой голос, обращающийся напрямую к ней. Георгина стерла воспоминания шкатулки. Черный Лебедь понимает, что Георгина – это и есть Констанция, таинственная дочь герцога. Более того, они давно знакомы. Лебедь знает ее как крематора, отступницу, которую сад воспоминаний уже 14 раз объявлял в розыск, чтобы стереть. За ней охотится даже легион антиматерии, но каждый раз Георгина выживала. Сама же она единственная выжившая из детей герцога, кто добрался до Пинаконии. Из истории персонажей Георгины мы узнаем, что Катерина, Дубра и Акаш действительно погибли. Они, по словам крематора, канули в пламени, столкнувшись с Ахерон. Констанция явилась не ради мести, а ради собственной игры. Она заявляет, что соперничество с Лебедем для нее интереснее союза и готовится к следующему ходу. События переносятся в риф потока сновидений. Сюда после удара Искорки попадает Зарянка. Но она не одна, ее находит Светлячок. Героини заключают временный союз и отправляются в убежище, где их ждет Георгина. Крематор раскрывает фрагмент прошлого, который пытались похоронить. Как повелитель грез Гофер Древ лично убивает AR-214. Гофер верил, что сможет использовать силу распространения, скрытую в кавалеристке, ради создания Вечного Рая. Это убийство – тот самый величайший грех, который подточил силы повелителя грез и заставил его скрываться в тени. Но узнать больше не удается. Вскоре появляется Черный Лебедь. Хранительница памяти срывает маски. Георгина – предательница, работающая на повелителя грез. Она промыла мозги Светлячку, заставив поверить, что тоже является одним из охотников. Более того, Гофер наделил ее силой через один из своих законов, сделав невероятно опасной в мире грез. Используя кодовую фразу «голубь гармонии», Лебедь убеждает Зарянку бежать. Певице удается скрыться, но Георгина не преследует ее. Она признается, что уже заложила в разум Зарянки искру крематоров. Эта искра вскоре сожжет все воспоминания о встрече в рифе. Сама Георгина готовится к битве с Черным Лебедем, чтобы показать всю мощь дарованного ей закона.
Битва между Черным Лебедем и Георгиной заканчивается неожиданным освобождением. В пылу схватки Георгина намеренно подставляется под удар, позволяя хранительнице памяти использовать технику сожжения. Но целью Лебедя становится не соперница, а закон – ментальный ошейник, наложенный повелителем грез. Он давал силу, но запрещал раскрывать тайны. Когда цепи сожжены, Георгина сбрасывает маски и раскрывает истинный замысел своего союзника. Повелитель грез Гофер Древ давно перестал быть человеком. Он разделил сущность на 4 закона первоначала, пожертвовав телом ради грандиозного плана. Его цель – возрождение древнего кошмара. Он намерен использовать силу Стелларона, чтобы воссоздать в грезах нашествие Роя. Только абсолютный страх перед этой угрозой заставит людей отказаться от свободы и добровольно принять вечный порядок. Но почему Георгина, зная этот план, помогала ему? Ответ кроется в самой ее сути, которая намного сложнее обычного предательства. Она признается, что искренне предана каждой стороне, за которую играет, но лишь пока это выгодно ее жадности. Она была и верной дочерью герцога, искренней союзницей Светлячка и надежным партнером Гофера. Георгина проживает каждую роль на 100%, чтобы в решающий момент предать всех ради новой цели. Ее истинная мотивация – не власть и не хаос, а абсолютная жадность к опыту. Она свободно использует силы 2 путей – разрушения и памяти, манипулируя огнем и воспоминаниями одновременно. Георгина признается, что чувствует себя живой только на лезвии бритвы. Для нее разрушение – это не конец, а мгновение великолепия. Она хочет сжигать дотла, но не как вандал, а как художник, желающий превратить происходящее в величественную могилу памяти. Георгина не выбирает сторону. Она выбирает себя, превращая чужие трагедии в ступени собственного восхождения. Вскоре Георгина и Лебедь видят авантюрина, живого и невредимого. Он готов объяснить одну из главных загадок – что с ним стало после удара эманатора небытия. Ответ кроется в прошлом. Много лет назад безымянная Розалина, картограф Звездного экспресса, пожертвовала собой, чтобы создать в хаосе мемории путь желаний. Этот механизм не дает сгинуть в смертельной зоне, а направляет путника туда, куда влечет его истинное намерение. Желание авантюрина выиграть свою самую рискованную ставку привело его в безопасное место. Но даже так он угодил в ловушку. На помощь неожиданно приходит Аргенти. Рыцарь красоты, ведомый своим путем и светом клином, прибыл сюда, чтобы очистить мир от уродства распространения. Копьем он прорубает выход, помогая ключевым фигурам прорваться сквозь мир грез. А что происходило со Светлячком? После того, как Георгина выкинула ее из зоны воспоминаний, сработало наследие Розалины. Истинное желание девушки было простым – быть рядом с первопроходцем, и путь желаний перенес ее прямо к другу. Период отбора в миге выжженных песков стал редким моментом счастья. Георгина отмечает, их идеальная командная работа – это инстинкты, эхо общего прошлого. Но когда экспресс отправился к наследию Михаила, Светлячок осталась снаружи, узнав, что у нее свой путь. Там ее находит Искорка и передает шифр от Георгины. После самой прекрасной поры взлети в небо. Это ключ к плану повелителя грез. Поняв смысл послания, Светлячок прощается с экипажем. Она раскрывает пророчество о 3 смертях и уходит на одинокую битву, чтобы разрушить замысел врага изнутри. Следуя подсказке, Светлячок проникает в тайное сердце плана повелителя грез – особняк дубов. Здесь ее встречает не сам Гофер Древ, а его 3-й закон – живое воплощение воли и памяти. Призрак раскрывает трагическую историю своего создателя. Гофер Древ не всегда был злодеем. Когда-то он верил, что милосердие гармонии способно искупить любого грешника. Но после провала семья наградила его Стеллароном. В тот момент он узнал страшную правду. Этот артефакт бедствия – не проклятие разрушения, а раковая опухоль гармонии, темная грань самого Эона Шипе. Осознав лицемерие своих богов, Гофер разочаровался в вере. Зная, что Шипе уже поглотила порядок, он искал 3-ю, скрытую грань божества, ошибочно полагая, что ею является распространение.
И, изучая Рой, он сделал открытие. Важны не сами жуки, а тот ужас, который они нанесут. Именно страх заставляет людей молить о защите. Так он понял трагедию Энны. Эон порядка пала добровольно, потому что не желала, чтобы ее путь стал ложью, ведь она несла справедливость, а люди молили лишь об избавлении от страха. Гофер осознал, каким образом это можно использовать. Когда на Пиноконию прибыла AR-214, он убил ее, чтобы завладеть силой распространения. Его план был циничен – воссоздать кошмар Роя, чтобы первобытный ужас заставил человечество вновь ощутить страх и молить о спасении. Так Эон порядка Энна должна была вернуться к жизни. Светлячок отказывается принимать эту логику. Используя частицу пламени, оставленного Георгиной, она сжигает третий закон, пытаясь остановить безумие. 虫の声が再び全てを飲み込み、迷える者の心を恐怖で満たす。その代わりに憤怒を招こう。生きる者は皆死ぬ定めにある。それでも私は今まで通り生きることを願う。私ならできるよね。だがあの七が降臨したのは君が真っ先に選んだからだ。生きるという道を。Но именно этого от Светлячка и ждал Гофер. Ее атака и отчаянное желание выжить вступает в резонанс со Стеллароном. Ловушка схлопывается. Сюжет переносится на 3 часа назад, в закулисье. Воскресенье встречается с 4-м, последним воплощением закона. Призрак раскрывает финальную карту. Куколки уничтожения Роя не существовало. Это был муляж, скрывающий Стелларон. Гофер знал, что не сможет контролировать настоящий Рой. Его ставка была тоньше. Когда Светлячок, связанное с распространением, попадет в ловушку и пожелает жить, Стелларон исполнит это желание искаженным образом. Он породит иллюзорный Рой, который станет топливом для всеобщего страха. Последний закон объявляет, что часы пробили полночь и передает эстафету ученику. Изначальный план Гофера был грандиозным. Он готовил к этому моменту обоих близнецов порядка. Много лет назад он одарил Зарянку первым законом, силой, после которой она ступила на путь гармонии. Но первый закон являлся и скрытой закладкой порядка, из-за которой она сейчас потеряла голос, чувствуя резонанс с планом наставника. Гофер надеялся, что в воскресенье, приняв 4-й закон, сольется с сестрой. Их совместная сила должна была воплотить Эона Энну в полном величии. 4-й закон призывает стать жестоким солнцем, правящим через страх. Но воскресенье отвергает методы наставника и этот путь. Он произносит ключевую фразу: «На небе нет места для 2 солнц». Он не желает, чтобы сестра несла бремя божественности и сгорала в этом пламени. Используя энергию страха лишь как ступень для вознесения, он отказывается от пути вечного террора. Провозгласив, что рай будет создан не в полночь, а в полдень, воскресенье возносится один, чтобы подарить людям и своей сестре вечный безопасный сон. Так рождается сон Энны. Реальность и грезы начинают сливаться воедино. Иллюзорный Рой становится неотличим от настоящего, а воскресенье, поглотив силу веры напуганных людей, не просто возносится до уровня божества, он фактически становится новым воплощением Эона порядка, самой Энной. Георгина объясняет ключевой момент. Восприятие дальнейших событий было искажено. Тот финал, который помнит первопроходец, героическая победа над воскресением – это лишь упрощенная версия, отредактированная остаточным влиянием сна Энны и вмешательством самой Георгины. Причину этого вмешательства крематора мы узнаем позднее, только сейчас, восстановив полную картину, можно увидеть, как именно была выиграна эта битва на самом деле. События переносятся в пространство между сном и реальностью, где собираются все пробудившиеся. Здесь Черный Лебедь раскрывает истинный масштаб проблемы. Мир грез превратился в сложную 3-слойную ловушку. Чтобы добраться до воскресения, нужно разрушить все 3 уровня одновременно. Первый слой – сам сон Энны, идеальная иллюзия порядка, которая управляет воскресенье. Второй слой – первозданный мир грез, где возродилось нашествие Роя. Третий слой – 12 миграйонов, обычные сны, ставшие тюрьмой. План контратаки дерзок и масштабен. Для разрушения первого слоя нужен хаос. Ахерон, эманатор небытия, нанесет удар клинком ничто, чтобы пошатнуть саму структуру сна. Будхил использует драгоценную реликвию, оставшуюся от Тирнана, чтобы призвать 1000 галактических рейнджеров со всей вселенной. Их коллективная свободная воля создаст резонанс, ослабляющий контроль порядка. Так Ахерон и Будхил разрушат первый слой ловушки.
Второй слой – задача Светлячка. Ей предстоит не просто битва с кошмаром, а уничтожение ядра нашествия, ужаса Роя. Используя свою связь с распространением, она направит разрушительную силу, чтобы прорвать ткань первозданного мира грез изнутри. Если победа будет одержана наверху, ее жертва станет частью рассеянного сна, и девушка выживет. Если же план провалится и мир грез полностью сольется с реальностью, то ее гибель станет необратимой. Третий слой берут на себя Искорка и Зарянка, о чьей роли мы узнаем чуть позже. Но главный вопрос остается – как победить Воскресенье, который стал почти эоном? К счастью, фрегаты корпорации Межзвездного мира подоспели вовремя. Сила сохранения проникла в грезы, помешав ему окончательно возвыситься, однако это лишь временная мера. И здесь Авантюрин раскрывает финальный козырь – камень Яшмы, находящийся на Пиноконии. Для его активации не требуется личное присутствие владельца. Когда люди, напуганные Роем, будут молить о спасении, Яшма освободит его силу и перехватит их веру. Перед лицом ужаса они начнут взывать не к порядку, а к иному пути, тоже дарующему защиту – сохранению. Призванный молот Клипота своим ударом потрясет Аздану, став боевым кличем людей. Это лишит Воскресения источника божественной силы, снизив его мощь с уровня Эона до Эманатора. Так корпорация не просто помогла, а фактически обрела победу в этой войне на уровне путей. Что касается третьего слоя, пока другие сражаются с монстрами и богами, Зарянка ведет свою идеологическую битву. Она пробуждается от сна Эны самостоятельно, доказав силу своей воли. Но ее тут же находит Искорка с жестоким предложением. Недотепа заминировала Пиноконию. Ее план прост и ужасен – взорвать бомбы, чтобы шок от гибели части людей разбудил остальных от сладкой иллюзии. Это классическая проблема вагонетки, но Зарянка отказывается играть в эту игру, отвергая логику меньшего зла. В ее памяти всплывает момент из детства, когда на их родину упал Стелларон. Тогда она считала пение бесполезным перед лицом трагедии. Но увидев, как брат напевает мамину песню, чтобы утешить их обоих, она поняла истинную силу музыки. Песня не меняет реальность, но дает силы жить дальше. «Птицам, рожденным с крыльями, не нужны причины, чтобы летать», — говорит она, окончательно отвергая философию брата. Если Воскресенье хотел спрятать людей в клетку вечного сна, чтобы уберечь от боли, то Зарянка верит в их силу. Она не спасает их от реальности, она дает им мужество встретить ее лицом к лицу. Вместо взрывов Зарянка выбирает третий путь. Она хочет использовать силу гармонии, чтобы начать истинный фестиваль. Ее песня станет щитом, защищающим жителей от хаоса, и подарит надежду, которая сильнее страха. Перед финальной битвой первопроходец оказывается на горизонте бытия. Здесь Ахерон раскрывает истинную природу своего пути. Большинство путей убеждают последователей, что мир прекрасен и дарует силу через веру. Но небытие иное. Оно полно абсурда и не знает границ. Оно настигает тех, кто потерял смысл существования или слишком слаб, чтобы сопротивляться пустоте. Но спящий и бесформенный Эон обращает свой взор лишь на желание тех, кто сумел пробудиться. Ведь именно неисполненные желания позволяют людям мечтать, но при этом же заставляют просыпаться и идти дальше. Ахерон напоминает, небытие неизбежно как тень, однако за этой тенью скрывается самый яркий свет. Жизнь ценна тем, что люди продолжают желать и бороться, даже зная, что в конце их ждет вечная ночь. Даже сама Ахерон признается, ее единственное желание – вернуть свое истинное имя, ту личность, которой она была до падения во тьму. Это ее якорь, который не дает раствориться в небытии окончательно. В финале раскрывается истинная роль Светлячка. Она – одна из 4 особых охотников за Стелларонами, чья судьба неразрывно связана с концом времен. Ее задача на Пиноконии – не допустить заражения первопроходца небытием, фактически была лишь репетицией. Ахерон предсказывает, что их ждет последнее воссоединение, когда мир подойдет к краю. В будущем, когда небытие начнет поглощать Вселенную, именно Светлячок станет последней выжившей. Ей суждено пожертвовать всем личным, своими мечтами и желаниями, чтобы стать живым воплощением воли. Перед лицом абсолютной пустоты, которая стирает любой смысл, только тот, кто отказался от себя ради борьбы, сможет устоять и стать последним оплотом жизни. Незадолго до финала, в горизонте бытия, Светлячок ведет внутренний диалог. Она попала в это пространство, когда ее пронзил Рой в особняке дубов. Ей противостоит голос собственного прошлого, воплощенный в образе Сэма. Она безжалостно утверждает, что мечта стать обычной девушкой неосуществима для той, кто была создана как живое оружие. Но Светлячок больше не бежит от себя. В споре с прошлым она находит свой ответ. Быть обычной девушкой не значит быть слабой. Она верит, что любой человек, столкнувшись с тьмой, способен найти в себе свет и благородство.
Ее шрамы и боль научили ее ценить жизнь, находить радость в мелочах и бороться за тех, кого она любит. Она перестает разделять себя на девушку и оружие. Светлячок сравнивает себя с мотыльком, летящим на пламя, но не для того, чтобы погибнуть. Она хочет пронзить это пламя, чтобы загореться самой и стать источником света, который разгонит тьму. Девушка принимает решение использовать свою разрушительную силу, то самое пламя, которое сжигает ее изнутри, не для бессмысленной войны, а для защиты. Она готова сгореть, чтобы осветить путь другим. С этой решимостью Светлячок бросается в бой с ужасом Роя, готовая переписать финал. 夢の中はいつも焦土だった。花が咲いたことは一度だってない。それでも私は燃え続ける。灰となり生まれ変わるまで。そうだよ、まだ終わりじゃない。運命を受け入れるのも反抗だとしたら、私は死を受け入れる。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。私が謁見し、私が酒を注ぎ、私が奪う。私は春に種をまき、秋に刈り取る。枯れた果実で枝が満たされるまで、すべてを琥珀の王の。あなたが決断を下すとき、モノクロの世界に一抹の赤が再び現れる。この言葉の意味をよくかみしめ、目覚めの世界へ帰る。全てが夜明けに消えると知ってても、夢から覚めるのはもう怖くない。みんなの私の開拓の権利を取り戻して。私たちが探している答えはそこにある。Удар молота сохранения сделал свое дело. Воскресенье, ставший почти эоном, ослабел до уровня эманатора. Настало время для финального акта, где судьбу Пиноконии решат не боги, а те, кто осмелился бросить им вызов. Мугиの日にいた哲学の大事、万象を再構築するのです。この地に神はもはやいない。楽園を作る人の王です。彼は新たな運命を創造している。やっ美しき夢の過去はラザリナが命を捧げてやっと守ったんだから、うちのとっておきを食らえ。
切る。だがティエルナンの弾丸は今も美しき夢を守り続けている。同点研究超無一角。戦闘は設計みたいなものよ。やっ光なき今日ここにて断ち切る。時計屋の意志が擦り切れることは決してない。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。争いの意味はない。今だ。可能と知りながら進む開拓をここにて断ち切る。それでもミハイルは明日を信じてた。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。頭を冷やすという。完璧な楽章をもってレース楽園を再現する。新しい時計屋になる時だ。静止した世界に幸福は永遠に訪れない。行こう。12の時にコンパスの針をつけに。道を開拓することで俺たちは時間を進ませ、それに意味を与えられる。美しき夢が終われば明日が来る。みんなが前に進んでたくさんの物事に出会えるの。明日を迎えればみんな分かってくれるはずよ。世界は美しく守るために戦う価値があると。立ち止まった美しき夢じゃ俺たちの願いは閉じ込められない。この旅がいつか軍政にたどり着かんことを。なぜ生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだ。兄様、夢から覚める時よ。Битва окончена, но истории нет. Георгина наконец раскрывает свою последнюю карту. Она лгала. Все, что она показывала, это не воспоминания, а сценарий охотников о прошлом. Она использовала его как инструмент, чтобы восстановить память героя, намеренно сожженную ради его безопасности. Так как память первопроходца существует вне времени, контакт с этим сценарием позволяет вернуть то, что считалось уничтоженным безвозвратно. Уникальная природа героя помогает обойти незыблемое правило крематоров. И здесь раскрывается самая глубокая тайна космоса – природа как первопроходца, так и терминуса. В конце времен эон завершенности распадется на тысячи черных кошек. Эти сущности несут в себе его силу и путешествуют во времени вспять, от гибели Вселенной к ее рождению. Элио, лидер охотников за сталаронами, тоже один из таких котов. Не зря первопроходец, заприметив черного кота, сразу принимает его за Элио. Но на деле он куда более сложная сущность, истинную природу которой знают только охотники. Обычные кошки не могут сильно влиять на события. Одна из подобных становится проводником истины. Именно через нее герой узнает правду о финале и получает доступ к сценарию, восстанавливая стертую картину прошлого.
Элио же, в отличие от простых воплощений, обладает доступом к множеству вариантов будущего, прокладывая единственный путь к спасению Вселенной. Во-вторых, самое шокирующее откровение касается самого первопроходца. Его будущее – это прошлое Терминуса. Иными словами, первопроходец – это новый Терминус, который в конце времен снова станет божеством, распадется на кошек и начнет путь назад, чтобы в новом цикле уступить место следующему герою. Все это бесконечная петля ради одной цели – спасти Вселенную от 4 апокалипсисов и найти идеальный финал. Освободиться от этого бремени можно только одним способом – спасением самого мироздания. Ахерон в сюжете намекала, что герою предстоит снова и снова возвращаться к началу. Сами охотники знают, первопроходец способен переписывать вероятности и обращать время, потому что неразрывно связан с завершенностью. А Георгина прямо говорит, что прошлое героя – это будущее Эона. Дабы не быть голословными, на экране вы видите все цитаты из сюжета, подтверждающие, что первопроходец и есть будущий Терминус. Вскоре Георгина сообщает, что в изначальной истории Светлячок не встречалась ни с кем после падения Воскресения. Предсказание о третьей смерти в силе. Синдром потери энтропии убивает ее, и девушка решает уйти тихо, чтобы не причинять боли. Но Георгина дает ключ. Если использовать связь с завершенностью, если сожаление будет достаточно сильным, можно заставить Вселенную передумать. У первопроходца есть сила переписать финал. Из-за связи с Терминусом, если герой возжелает всей душой, он сможет докричаться до Эона в конце времен. И тогда при регрессии Терминуса изменится и прошлое первопроходца. Важный момент. То, что произойдет дальше по сюжету, это не фантазия, а реальное воспоминание, случившееся на Пенаконии, но забытое героем. На прощание Георгина оставляет герою напутствие. Возможно, именно обреченность мира делает момент, когда обычная девушка получает свой букет таким ценным. Она просит первопроходца избавить их всех от сожалений. Обращаясь к тени отца, Георгина признает, что в разрушении, судьбе и памяти нет героизма. Но чтобы создать нечто нерушимое, иногда приходится сжечь небеса. Она верит, что путь уже найден, и однажды герой отыщет ответ на главный вопрос – почему живые спят? С этими словами Георгина исчезает, оставляя первопроходца с одной целью – вернуть все то, что было предано забвению. Но прежде чем увидеть финал Светлячка, нужно узнать судьбу остальных. Чтобы спасти Пенаконию, Георгина совершила невозможное. Она приняла удар небытия Ахерон, заразивший мир грез, на себя и сожгла его дотла. В этот момент она была тяжело ранена, но расцвела, впервые ощутив настоящий вкус к жизни. Однако путь в охотники ей закрыт. Элио предсказал, что если она присоединится, то в будущем неизбежно предаст их и станет эфемерой, лордом-опустошителем Нанука, уничтожившим память Вселенной. Здесь же раскрывается тайна потери памяти героя. Серебряный волк сказала Георгине стереть определенные воспоминания первопроходца о Пенаконии, а остатки воспоминаний сами попытались залатать дыры, воссоздав иную историю. Стирание же памяти являлось защитой. Если бы первопроходец понес всю правду дальше, он привлек бы внимание разрушения слишком рано и погиб. Вероятно, это связано с сознанием о собственной связи с Терминусом. Но Георгина предупреждает, что рано или поздно наступит день, когда она вернет эти воспоминания по-своему, даже если охотники попытаются ее остановить. Серебряный волк отвечает спокойно, никто не станет ее останавливать. Этот день уже прописан в сценарии, и это станет новым началом. 4 апокалипсиса скопят силы вокруг разрушения, и космос объединится, чтобы преодолеть его. Судьба Воскресения тоже проясняется. В диалоге с Яшмой Зарянка обсуждает, что ее брат был близок к созданию абсолютно нового пути, не захвата порядка, а чего-то иного, основанного на господстве и покорении. Он фактически мог стать новым Эоном. Но сестра не считает этот подход верным. Даже если кто-то хочет всеобщего счастья, это лишь его эгоистичное желание. Всегда найдется тот, кто не желает быть спасенным, предпочитая спасти себя самостоятельно. Зарянка заключает сделку с Яшмой, чтобы уберечь брата от вечной тюрьмы и дать ему шанс на искупление, веря, что даже падший ангел заслуживает второго шанса. Первопроходец находит Светлячка, нарушая изначальный сценарий ее одинокой смерти. Девушка просит об одном – исполнить ее последнее желание и посмотреть фейерверк. Вместе они отправляются на дирижабль, но времени мало. Синдром потери энтропии убивает девушку, стирая память и личность. В действительности, первая смерть наступила, когда Светлячок попала в грезы. Неспособная видеть сны, она прекратила в них существование. Во второй раз ее убило нашествие Роя, но сила распространения позволила воскреснуть. Однако это и приведет к третьей смерти. Из-за слияния грез с реальностью синдром ускорился.
Светлячок признается, что хотела бы сказать много, но связано с запретом Элио. Если она произнесет эти слова, это приведет к гибели первопроходца в будущем. Вместо прощальных речей она произносит просьбу. Светлячок хочет, чтобы первопроходец закрыл глаза и представил их первую встречу иначе. Не как охотника и безымянного, а как обычных студентов, гуляющих по фестивалю. Она мечтает о другом финале – романтическом полете среди фейерверков, где взмывает ввысь, удерживая друга в объятиях. Девушка хочет уйти, чувствуя себя просто человеком, а не оружием. Но когда первопроходец открывает глаза, свет девушки уже погас. Она говорит, что первопроходцу суждено привести космос к завершенности, но вместе с тем преодолеть ее. Она умирает, так и не увидев обещанного салюта. Третья смерть Светлячка свершилась. Однако герой отказывается принимать такой финал. Вспыхивает сила завершенности, оборачивающая время вспять. Обещание увидеть фейерверк исполнено. В финале приходит сообщение от Серебряного Волка. Светлячок очнулась. Первопроходец не просто подарил ей красивый момент. Он буквально вырвал подругу у смерти, дав шанс на жизнь, которой у нее не должно было изначально быть. Детальный механизм случившегося остается загадкой. Игровые материалы утверждают, что первопроходец использовал силу завершенности. Но согласно Георгине, это работает через эхо. Если Терминус в конце времен услышит зов, он может исправить фрагмент прошлого. Наверняка неизвестно, был ли это полный перезапуск Вселенной с нуля с иным решением в новом цикле, или же локальное изменение, переписавшее лишь один трагический момент. Неясно и то, как именно Светлячок сумела выжить, ведь ее убивал необратимый синдром потери энтропии, ускоренный второй смертью и использованием силы для прорыва в мир грез. Это означает, что при откате болезнь была замедлена или отсрочена, что позволило ей успеть увидеть фейерверк до гибели, а затем, помимо этого, выйти из комы. Свои версии того, что именно произошло, обязательно пишите в комментариях. История Пенаконии завершена, но космос не стоит на месте. Следующая остановка – Двумерния, планета Пути Радости. Угроза разрушения вынуждает космос сплотиться, и все больше эонов вступают в игру. Двумерния – это мир, где Экспресс однажды уже потерпел крушение и который снова покинул. Там Аха вознаграждает последователей Пути Радости, предлагая поучаствовать в его игре и стать эоном на минуту. Среди героев этой планеты в тизере уже засветились старые знакомые – Искорка, Блейд и Серебряный Волк. Посмотрим, что предложит Мир Радости. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте посмотреть другие ролики по подсказкам на экране. Поддержать же выход новых выпусков можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.